Привет, меня зовут Аня Аксенова, я психолог-сексолог, психолог семейных отношений и преподаватель тантры. Для того, чтобы попасть ко мне на личную консультацию, тебе нужно пройти по ссылке под этим видео, если ты смотришь меня через YouTube. Если ты видишь меня сейчас в Инстаграме, то там в описании профиля тоже есть ссылочка, по которой можно найти необходимую тебе информацию. А сейчас мы с тобой, знаешь, поговорим на такую любопытную тему. Заканчивается ли сексуальная жизнь для женщины, которая не имеет сейчас сексуального партнера? И я тебе скажу, как сексолог, нет, не заканчивается и не должна заканчиваться, потому что мы так устроены, наша сексуальность так устроена. Нам все время нужно показывать нашему бессознательному и нашему телу, что мы еще в игре. Ты знаешь, женская сексуальность и женская либидо в этом смысле крайне ранимые, хрупкие. Вот они чахнут от всего, и даже от того, что ты их не используешь. Поэтому необходимо показывать: так, я еще в игре, я еще самочка ого-го, я еще способна, да, переживать экстатические оргазмы, я еще способна получать удовольствие сексуальное, даже если рядом со мной нет мужчины. И для этого, дружочек, у тебя есть свои ручки. Да? Ты, конечно, можешь прийти в секс-шоп, купить себе какие-нибудь девайсы, но как ответственный сексолог должна тебя предупредить, что при длительном употреблении девайсов к ним вот такая своеобразное привыкание наступает, и они действуют дезадаптивно на женскую чувственность, приводя к тому, что вот в сексе уже с обычным мужчиной, либо со своим даже собственным супругом, ты можешь перестать испытывать прежние удовольствия или даже оргазмы. Почему это происходит? Потому что организм и твоя чувствительная, интимная зона, твое влагалище, твоя вагина привыкают к однообразным, точнее, к одним и тем же стимулам, то есть к определенному наклону, к определенной интенсивности, к определенному ритму, к определенной вибрации, к определенному углу проникновения и так далее. И вот посмотри, твоя интимная часть привыкает именно к такому характеру интимной близости и уже перестает получать удовольствие от какого-то другого. И обычный секс с обычным мужчиной кажется уже что-то слишком обычное, а нам бы чего-нибудь такого и этакого. Поэтому для того, чтобы предупредить эту ситуацию, я все-таки рекомендую использовать свои ручки, свои пальчики. Кроме того, ты же будешь получать обратную связь о самой себе, о строении своем внутреннем, о том, какая там где-то гладенькая, где-то шероховатенькая, о том, где там складочки и то, и сё. И будешь проникаться большим уважением и большей любовью к своим интимным органам. Как ни странно, ко мне приходят женщины в подавляющем большинстве, достаточно брезгливо даже относящиеся к своим интимным органам. И давая подобные практики, мы сталкиваемся с тем, что она сама себе неприятна в той интимной части. И так вот, мастурбируя таким образом, используя свою собственную руку, свои собственные пальцы, ты привыкаешь сама к себе, и ты изучаешь саму себя. Ты изучаешь, как тебе больше нравится, ты изучаешь, где у тебя большая чувственность, чувствительность, ты начинаешь понимать, где твои самые сладкие, самые такие звонкие места. И ты это же самое потом будешь подсказывать своему партнеру: послушай, милый, а вот здесь вот так, а вот это вот сяк. Только плюсы от этого. И я повторяюсь, что тем самым ты показываешь своему организму, что ты еще в игре. Ты проводишь нервные импульсы по своей нервной системе. Как я много раз повторяла, очень важно, имея некий навык, поддерживать его. И получение оргазмов, получение удовольствия, любой интенсивности – это тоже навык твоей нервной системы, проводить их.
И если ты не будешь их использовать, они погаснут. К сожалению, наше тело и наш мозг устроен по какому-то такому принципу сохранения энергии. Вот он любыми способами пытается не перетрудиться и не растратиться впустую. И вот если ты данную область свою не используешь по назначению, он считает так: это нам больше не нужно, значит, эта женщина свой женский век отжила, значит, сколько надо детей она уже родила, значит, больше этого всего не надо, этой всей свистопляски, и фу, еще получает тут удовольствие с мужиками, с этими возиться. Лучше мы отключим эту функцию вообще, чтобы ей неповадно было, сэкономим силы. Так происходит, поэтому, дружочек, в ситуации, если у тебя нет постоянного партнера или вот вообще какая-то длительная пауза, не заканчивай со своей сексуальной жизнью. Пусть она у тебя продолжается вместе с собой. И, между прочим, часть моих клиенток, по их признаниям, гораздо больше по насыщенности сексуальные переживания испытывали именно в контакте с собой, а не с партнером. И поэтому партнеров очень часто приходится еще и дотягивать потом, то есть работать еще и с ними, объясняя, что, как, где, почему. Если, конечно, партнер идет на контакт, и так бывает, кстати, не со всеми, но это совсем другая история, которая к нашему теперешнему разговору отношения не имеет. Надеюсь, видео было для тебя полезным, поэтому, пожалуйста, поставь мне, солнышко, лайк, подпишись на канал, на аккаунт и развивайся чувственно.